Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня 8 декабря, последний рабочий день на этой неделе. Обращаем ваше внимание, что, к сожалению, для многих людей этот день пройдет тяжело, опасно, будет много чего не получаться. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, для того, чтобы знать и понимать, что вам нужно сделать в этот день, какие меры предпринять, какие шаги сделать, чтобы этот день и выходные, соответственно, прошли легко и комфортно для вас. Также сегодня обязательно положите это на стол, на изобилие, достаток и благополучие. Давайте вместе с вами далее разбираться, что же из себя этот день несет 8 декабря. Итак, друзья, сегодня у нас с вами по лунному календарю 25-е лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами убывающая луна и убывающая луна в знаке зодиака Весы. К сожалению, сегодняшний день один из самых, наверное, опасных, критических дней, который, к сожалению, люди будут предрасположены к конфликтам, к ссорам, скандалам. Люди не будут слышать и слушать. И, соответственно, это будет приводить еще к большему раздражению. Поэтому сегодня все-таки пятница, и многим из нас нужно держать себя, как говорится, в ежовых рукавичках. Также сегодня существует опасность перерасходовать свою энергию на всевозможные пустяки, а поэтому рекомендуем воздерживаться от активных действий, старайтесь как можно больше отдыхать и старайтесь экономно тратить энергию. Кроме того, в вашем окружении сегодня будут люди, которые будут любыми способами просить вас, заставлять вас, приказывать вам, чтобы вы занимались именно что им интересно и важно. Но ваша задача, помните о том, что ваша задача в первую очередь заниматься тем, что вам дано по должностной инструкции, а также то, что вы чувствуете сердцем. Также обращаем ваше внимание, если вы в начале дня что-то спланировали, и так вы должны осознавать и понимать, что у вас действительно это получится осуществить, сделать и реализовать. Также постарайтесь в сегодняшний день отказаться от ненужных связей и контактов. Будьте избирательными именно в общении, потому что люди будут те, которые будут рассказывать очень многое, вы потратите на это свое время, энергию, а через пару дней узнаете о том, что это все было пустышка. Также в этот день не стоит ничего предпринимать, не стоит ничего начинать, потому что это все, к сожалению, принесет только потери и ущерб. Вообще постарайтесь этот день провести, знаете, закрытием тех вопросов, которые у вас были на этой рабочей неделе. Возможно, что-то подумайте о планах касательно Нового года, на Рождество, но что-то глобальное сегодня делать, начинать не стоит. Обращаем ваше внимание, что в этот день у некоторых людей может возникнуть желание похвастаться, преувеличить какие-то свои достижения. И вы знаете, они будут напрасно суетиться, они будут заниматься пустой болтовней и даже сплетничать. Дело в том, что сегодняшний день склоняет людей к пустым и тратам денег, ненужным покупкам и бестолковому поведению. Поэтому, пожалуйста, сегодня именно в этот день постарайтесь не делать никаких крупных покупок, особенно спонтанных. Да, если вы запланировали на этот день, вы долго собирали планы, узнавали, читали отзывы, то это одно дело. А если вы сегодня просто решили и шли и мимо какого-то магазина и зашли случайно и увидели то, что сказали: ой, да, мне это нужно, не спешите. Также сегодня крайне опасный день для работы и для бизнеса, поэтому не делайте ничего, что может повлечь серьезные последствия для вас. Сегодня можно решать простые вопросы, но никаких серьезных решений, серьезных действий, пожалуйста, в этот день не стоит делать. Также контакты с окружающими сегодня лучше максимально сократить и общаться только с самыми надежными людьми. Дело в том, что энергетика этого дня предполагает, что люди будут ругаться, будут ссориться, выяснять отношения, и это очень сильно будет влиять на людей. Поэтому, чтобы такого не было, вам стараться лучше побыть наедине с самим собой, как вариант, или
Например, как вариант, придите домой сегодня пораньше, приготовьте вкусный ужин или побудьте наедине с собой. Это будет правильнее, и это даже будет лучше для вас. Обратите, пожалуйста, на это внимание, потому что многие люди, конечно же, пятница, хотят вместе отдохнуть, пообщаться, рассказать о каких-то своих планах, но обращаем ваше внимание, не тут-то было. Именно энергетика этого дня, она будет создавать какие-то определенные иллюзии, и люди будут удивлены тому, что будет происходить в их жизни. Что касательно здоровья, обращаем ваше внимание, что, к сожалению, болезни в этот день протекают достаточно тяжело, поэтому сегодня нужно стараться больше рыбы, больше зелени. Но в этот день противопоказано есть все круглые овощи и фрукты, которые насыщены жидкостью. Мясо в этот день также не рекомендуется. Следует сегодня избегать дыма и сильно задымленных помещений. Также сегодня, обращаем ваше внимание, нельзя удалять зубы, поэтому если вы идете к стоматологу, 10 раз подумайте о том, стоит ли вам сегодня в этот день делать, потому что даже посещая стоматолога, стоматолог может что-то не увидеть. Вот именно энергетика этого дня настолько она тяжелая, что люди могут неадекватно оценивать ту или иную ситуацию, поэтому будьте осторожны. Что же касательно стрижки волос, то хотим вас порадовать. В результате сегодня стрижки волос или создания прически вы привлечете к себе радость, счастье и все то, что для вас важно и нужно. Также обращаем ваше внимание, что в этот день не следует что-либо предпринимать или что-либо начинать, потому что все начинания принесут одни убытки. Даже если вам говорят, обещают, гарантируют, что у вас все будет в прибыли, у вас все будет с бизнесом все хорошо, не ведитесь на такие уловки. Особенно сейчас, в последнее время, очень активировались мошенники, лжецы, которые прямо умеют рассказывать всякие сказки. Люди почему-то верят, слушают и теряют, соответственно, не только деньги, но свое имущество и так далее. Поэтому, пожалуйста, в этот день старайтесь все-таки быть чуть-чуточку внимательнее, будьте чуточку осторожнее. Да, иногда это сложно, потому что все мы с вами люди, хотим доверять другим людям, но именно в этот день вот энергетика, она такая вот крайне опасная, крайне тяжелая, и люди даже иногда могут некорректно, неправильно оценивать ту ситуацию и то, что происходит вокруг них. Также сегодня нужно, чтобы вы берегли свой кошелек, свою сумку, потому что сегодня могут быть какие-то потери, могут быть ограбления и так далее. Также желательно, чтобы сегодня при выходе вы из дома обязательно попросили ангела-хранителя о том, чтобы он оберегал и охранял ваш дом, ваше имущество, ну и, конечно же, вас. Поэтому будьте сегодня максимально собранными, насколько это возможно, и максимально внимательными. Если вы работаете с документами, если вы работаете с цифрами, с деньгами, например, вы кассир в банке, то, пожалуйста, проверяйте по несколько раз, особенно если идет какая-то у вас сделка, и вы принимаете в ней участие, обязательно все просмотрите детально. Попросите кого-то, чтобы вам, например, помогли. Это очень важно, потому что многие люди игнорируют вот энергетику этого дня, а потом через день, два, три узнают, что, оказывается, были ошибки, и эти ошибки уже просто-навсего невозможно исправить. Поэтому будьте немножечко осторожнее, внимательнее и не спешите. Даже если вам говорят, все, сегодня давайте подпишем, давайте сделаем и так далее. Если вы имеете право слова, право голоса, обязательно постарайтесь перенести на другой день. А сейчас вот не время, чтобы этим чем-либо заниматься. Также обращаем ваше внимание, сегодня не стоит заниматься никакими крупными финансовыми делами. Даже если у вас на этот день что-либо запланировано, и вы видите, что у вас что-то не получается, сделка
что-то срывается, да, партнеры как-то себя ведут не так, как бы хотелось, то не настаивайте. Почему? Потому что придет время, и вы поймете, что все эти действия, эти силы были не зря. Что же касательно общения с начальством, то сегодня лучше с ними не контактировать. Старайтесь вообще сегодня быть самим собой и в себе. Старайтесь сегодня меньше общаться со своими коллегами, потому что любое слово, сказанное вами, будет трактоваться совсем в ином ключе, и потом со временем это может привести к каким-то скандалам, ссорам, их непониманию. Вы понимаете, что когда между коллегами происходит ссора и скандал, то это приводит к тому, что человек уже не хочет идти на работу, не хочет общаться, он закрывается в себе, и этого не должно быть. Потому что работа все-таки то место, куда вы должны идти с радостью и быть замотивированы. Также сегодня не стоит менять место работы. Да, сегодня идите на собеседование, но принимать решение да или нет не стоит. Что же касательно операций с недвижимостью, то вообще сегодня нежелательны какие-либо операции. Это касается и покупки, это касается и продажи, и обмена. Не спешите. Также сегодня не стоит выяснять отношения, потому что сегодня споры крайне нежелательны. Мы уже говорили о том, что люди просто-навсего друг друга не слышат, не видят и не понимают вообще, что происходит. Также обращаем ваше внимание, что зачатие сегодня день вполне подходит для зачатия. Рекомендуются сегодня только, пожалуйста, умеренные физические нагрузки. Также сегодняшний день подходит для домашних дел, но, пожалуйста, не переусердствуйте. Не так, что вы написали список, что вы сегодня делаете генеральную уборку, а в конечном итоге даже не смогли убрать одну комнату. Ведь бывает такое, потому что энергии не хватает, то голова заболела, то срочно вызвали на работу, то кто-то позвонил, и вот так день прошел. Поэтому, знаете, как бы не рвите сегодня сердце. Что же касательно снов, то сны правдивые и показывают, насколько велика ваша самовлюбленность. Теперь, девочки и мальчики, давайте обратимся картам и посмотрим, что же нам архангел Михаил на этот день, 8 декабря, говорит и нам подсказывает. Итак, друзья, выпала карта, которая звучит следующим образом. Полагайтесь на поддержку Бога и ангелов. О чем эта карта? О чем же нас хочет предупредить высшие силы? Ввиду того, что сегодня действительно тяжелый, опасный день, в какой-то степени люди будут неуравновешены, здесь вам нужно полагаться на высшие силы, на своего ангела-хранителя. Вам нужно полагаться на высшие силы. Для этого вам в первую очередь нужно верить в то, что в вашей жизни действительно все пойдет в том ключе, которое вам нужно. Если вы чувствуете, что у вас какие-то есть проблемы, возможно, страхи, тревоги, отпустите их, даже если вам и очень это тяжело, потому что пока вы вот держитесь рукой за вот эти негативные эмоции, вы не можете двигаться дальше. Помните о том, что вас всегда высшие силы поддерживают. Что бы вы ни делали, как бы вы ни говорили, они вам всегда стараются дать сил, потому что для них вы очень важны. Помните об этом. Также сегодня очень хорошо просить о помощи и самим принимать помощь, если вам ее предлагают. Ни в коем случае ее не игнорируйте. Почему? Потому что в этот день очень важно, чтобы происходил обмен энергиями между людьми, и это очень важно. Также, если у вас есть какая-то проблема, попросите поддержки у друзей, у своей семьи, то есть у тех людей, которых вы верите, которым вы доверяете. Как вариант, сходите сегодня в церковь, поставьте свечку за здравие, обязательно не только себя, но и ваших членов семьи. Помните о том, что пока вы гнобите себя изнутри, не разрешаете сиять, чтобы из вашего сердца шла любовь, шло свет, то вам, конечно, будет тяжело. Поэтому убирайте это, вычищайте вот эту грязь, вот эту негативную разрушительную энергию. Она у каждого человека есть, только она одна у него больше, у кого-то меньше. И вы должны понимать, что это все отражается и на вашем теле, и на вашем здоровье.
И молитва, которую мы рекомендуем вам прочитать в этот день, она, друзья, звучит следующим образом. Дорогой Господи и ангел, я даю вам это. И очень важно, чтобы вы описали ту ситуацию, в которой вы сейчас находитесь, вне зависимости, насколько она сложна для вас. И далее скажите: сейчас и целиком я отступаю, даю возможность случаться чудесам. Также сегодня, друзья, очень важно, чтобы вы в комментариях к этому видео написали слова благодарности своему ангелу-хранителю. Вот просто напишите: дорогой мой ангел-хранитель, прямо сейчас в комментариях: благодарю тебя. Напишите, за что вы его благодарите. Это очень важно. Пусть это будет одно предложение, но главное, чтобы оно было искренне и от чистого сердца. Далее, друзья, сегодня еще что нам нужно с вами поставить. Сегодня очень важную практику мы рекомендуем вам провести. Она очень важна для каждого человека. И что мы с вами делаем? Итак, друзья, нам нужно взять соль и взять сахар. То есть вам нужно взять вашу сахарницу и ту емкость, в которой находится соль. И это все положить на стол. Желательно посередине вашего кухонного стола. Эту практику вы сегодня можете провести в любое время, когда вам будет удобно. И нужно что сказать? Следующие слова. Богатство дом мой наполняет, посыл стол принимает и его отправляет. Денежная энергия в дом поступает, деньгами его наполняет. И вот эта сахарница и вот сольница или емкость, где находится соль, пусть пролежит так день до 9 декабря. А 9 декабря вы вернете ее на место. Таким образом вы привлечете изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ.